Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и в этом видео я хочу поделиться с вами опытом по итогам прохождения волонтерской стажировки через ISIC в Грузии, в городе Кутаиси. Ну, собственно, почему Грузия, да? Грузия, потому что для меня это была одна из самых доступных стран. То есть изначально я хотел поехать в Китай, ну или в любую другую восточную страну, но билет стоил дорого, плюс страховка и плюс виза, это все обходилось в такую круглую сумму, примерно 50 тысяч рублей. Я понял, что этих денег у меня никак нет, но поехать за границу, получить этот лидерский опыт, выйти из зоны своего комфорта мне очень хотелось, и в любом случае я решил не останавливаться. Я узнал, что есть такая прекрасная страна, как Грузия, и, собственно, туда решил поехать. Я узнал, что в Грузию не нужна виза, да, у Грузии визовый режим открыт, в принципе, для многих стран, и я потратил всего лишь 1000 рублей на проезд из Краснодара в Тбилиси, что было довольно-таки дешево. На Блаблакаре, кстати, госавтобус стоит на порядок дороже. И, собственно, касательно проекта, мой проект изначально назывался Bilingual Teach Better English, который был связан с преподаванием английского языка взрослым, школьникам и студентам. Но по приезду я понял, что этот проект, он не организован, и мне необходимо было еще ждать 2 недели, то есть 2 недели потерянного времени, прежде чем мне сделать расписание. Я решил не ждать, и я решил присоединиться к ребятам из Бахрейна, которые на тот момент в Кутаиси уже преподавали английский в детских садиках. И, знаете, мне очень понравилась работа с детьми, эта обстановка, игривость и живость, поэтому я решил остаться. Я начал преподавать на тот момент в 2 детских садиках вместе с иностранцами, и потом нашел для себя еще один, в котором я преподавал уже сам. Работа с детьми, она не такая, как со взрослыми, то есть мне необходимо было разрабатывать интерактивный материал для детей, карточки, игры, песни, танцы, то есть все для того, чтобы хоть как-то удержать внимание детей, потому что дети, они постоянно разбегаются, если ты на секунду хотя бы не подготовлен, они начинают дергать тебя, хватать, играться, все разбрасывать, поэтому работа с детьми, у нее есть своя специфика, да, и если у тебя нет конкретного четкого плана перед занятием, то, в принципе, рассчитывать на то, что у тебя случайно что-то получится, не приходится. И, собственно, в заключение хочу рассказать о плюсах и минусах Грузии, да. Но первый минус, который был конкретно для меня очевиден, это курение везде. То есть грузины, они курят в помещениях, они курят в автобусах, да, то есть для человека, который курит, может, это и хорошо, но для меня, человека не курящего, это было шоком, да, потому что у нас в Краснодаре никто не курит в маршрутках, а там курят везде. Поэтому это было для меня таким небольшим новшеством. Потом это много беспризорных собак. Я бы не сказал, что это минус, но их реально много в Кутаиси, в Тбилиси, их много. И, в принципе, это не сказать, что это минус, но это факт, который тоже бросается в глаза. И последний пункт, который я бы тоже не сказал, что это минус, но это много людей, которые просят милостыню на улицах. Собственно, такого нет, во всяком случае, в Краснодаре, хотя, учитывая то, что Краснодар довольно-таки богатый город, и людей, которые просят что-то, их тоже, наверное, конечно же, меньше, и поэтому это, как я бы сказал, такая, знаете, особая черта Грузии, что там реально есть много здоровых, адекватных людей, но они просто сидят на улице и что-то у вас просят. Собственно, это нельзя не заметить. Теперь касательно плюсов. Первый, самый очень важный для меня аспект, это было гостеприимство грузинское. Это люди, знаете, необычайной доброты, потому что в любом случае, если ты гость, то гость у них всегда на первом месте. Даже если у них негде поспать, то есть некуда тебя положить, они отдадут тебе свою кровать и сами лягут на пол. И, собственно, в этом особенность грузинского народа. Очень важный момент в плане доступности и дешевости. Как я и сказал, билеты очень дешевые, также еда там невероятно дешевая, не сказать, что на порядок, но немножко дешевле, чем в России. В особенности то, что произрастает в Грузии, да, это мандарины, апельсины, они там стоили порядка 1 ларя за килограмм, это примерно 22 рубля, поэтому я считаю, что это очень доступно для студентов особенно.
Вот, потом безопасность и доверие органам правопорядка. Это вот очень важный пункт, потому что в Грузии все люди поголовно доверяют органам полиции. То есть, если что-то случается, вы 100% можете положиться на полицию. Вот, лично такого нет, собственно, в Краснодаре, где я проживаю, потому что полиция может приехать, а может не приехать, может отказать, да, там такого нету, потому что полиция там получает довольно-таки высокую зарплату, и для них всегда долг и работа идет на первом месте. Вот, что, собственно, не могло не радовать, то есть там безопасно, и полиции можно доверять, это очень большой плюс. Вот, потом очень важный момент – это природа. Вот, собственно, вот этот Кавказ, горы, все это невероятно красиво, особенно, вот, знаете, заснеженные вершины, когда вы проезжаете границу, все это очень необычно, да, потому что в Краснодаре это практически одна большая равнина, и вот горы, они мне очень понравились. Поэтому я считаю, что чистый воздух, горы, большое количество садов, зелени – это большой плюс Грузии. Вот, и последний и тоже очень важный плюс – это менталитет, да. Как я и сказал, это большая доброта и гостеприимность. Вот, поэтому я считаю, что тем людям, которые что-то боятся или опасаются, Грузия вам, ну, как бы очень сильно подойдет, потому что люди, которые там находятся, они всегда позаботятся о вас, они всегда подскажут вам, как быть, куда идти, доведут вас, даже если не очень сильно заняты. Вот, поэтому вот такие плюсы и минусы я выделил лично для себя, по моему мнению, вы можете, в принципе, с ними и не соглашаться, вот, но так или иначе. В общем, в заключение хочу сказать, что если, знаете, у вас встал вопрос о том, что я хочу куда-то поехать на стажировку или просто путешествовать, вот, то, во-первых, стажировка через ISEC – это большая и очень хорошая доступная возможность для каждого. То есть, если вы хотите поехать куда-то, не знаю, там в Японию, это будет очень дорого, в Китай тоже очень дорого, в США тоже сравнительно дорого, да, но если вы хотите поехать, получить этот опыт, но при этом у вас не хватает средств, то Грузия – это самое то место, куда вам стоит ехать.